Всем привет, я Марина и с вами школа Сакрамел. Лето подходит к концу, а мы с вами так и не выполнили ни одного яркого дизайна. Будем исправляться. В этом видео покажу пошагово, как делать комбинированный маникюр, а также сделаем огненный, яркий, дерзкий переход омбре очень быстро. Поехали! Посмотрим на ногти. Специально выбирала модель с длинной ногтевой пластиной, чтобы переход омбре смотрелся максимально здорово. Конечно, и на короткой ногтевой пластине можно выполнить, но куда интереснее выполнять на большой длине. Выполнена работа предыдущим мастером неплохо. Есть, конечно, ряд ошибок по опилу формы. Мы с вами видим, что нижняя параллель имеет дугу вогнутую. Это говорит о том, что была ошибка, и сегодня я вам покажу, как правильно опилить ногти в таком случае. А пока что снимаю старое покрытие при помощи твердосланной насадки с фиолетовой насечкой. В последнее время мне очень полюбилась работа такой фрезой, она очень быстро убирает старое покрытие. Посмотрите, буквально за одно движение сразу снимает топ и цвет. Это очень удобно и что значительно экономит время мастера. Выполняем маникюр. Апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу. И под ней что-то непонятное. То ли птеригии, то ли часть ногтевой пластины. Нужно правильно определить. Если это что-то очень грубое, это говорит о том, что, скорее всего, это пропил. Нужно работать аккуратно. Придаю форму свободному краю. И для того, чтобы не было ступенек по точкам вроста, кладу палец на бок и завожу пилку под ногтевую пластину, делая прямую линию от точки вроста. Матирую поверхность пилкой с абразивностью 180 грит. Уже при помощи пилки убирается часть птеригия, а значит мне меньше придется работать насадкой. Опять же, что сокращает время нашей обработки. Для обработки использую алмазную насадку «Пламя» с красной насечкой. Она наиболее подходит для такого типа кутикулы, как у моей модели. В работе всегда рекомендую использовать щетку, чтобы понимать, остался птеригий под кутикулой или нет, не совершаете ли вы пропилов. Для того, чтобы видеть обрабатываемую область, всегда хорошо оттягивайте кожу по периметру, там, где вы обрабатываете. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. После обработки оттягиваю кутикулу и проверяю, насколько чисто прочищен карман. В таком случае срез будет выполняться единой полосочкой. Если будут даже небольшие склейки кожи с ногтевой пластиной, то будут и затеки, и ранения. Если вдруг вы увидели маленькую склеечку, еще дополнительно пройдитесь насадкой, уберите ее, либо попробуйте ее оттолкнуть при помощи апельсиновой палочки. Выполняю срез ножницами с скругленным кончиком. Эти ножницы так и называются – ножницы с крючком. Благодаря им очень легко заходить в синусный поворот. Видите, когда чисто карман, срез получается единой полосочкой. И дальше мы с вами можем доработать мелкие заусенцы. А чтобы придать маникюру окончательный вид и уж точно зашлифовать все мелкие заусенки, рекомендую использовать эту же насадку «Пламя». В положении реверс делаем движение вверх-вниз, убирая их. Часто у мастеров возникает вопрос, а как же боковые пазухи? В них часто остается что-то белое. Они начинают перетирать насадками, еще сильнее истончая ногтевую пластину. Но зачастую это всего лишь пыль, которую следует очень хорошо убрать. Можно, например, отправить клиента вымыть руки и посмотреть после этого этапа, а осталось то самое белое в боковых пазухах или нет. Если нет, это говорит о том, что это была пыль, и в данном случае не нужно дополнительно проходиться насадкой. Подготавливаю ногти, обезжириваю и наношу бескислотный праймер только на натуральную ногтевую пластину, то есть там, где ноготь отрос. На свободный край не нужно наносить, там есть старая база, ее тонкий слой. В качестве подложки использую пластичную каучуковую Rubber Base, которая имеет отличную носку. Наношу ее тонким слоем. Не втирающим, а именно тонким, для того, чтобы была такая подушка безопасности между натуральным ногтем и следующим материалом во время снятия. Выравнивание выполняю при помощи камуфлирующей базы молочного оттенка от бренда Именько. Мне очень понравилась эта база тем, что она имеет жидкую консистенцию. Ей удобно работать, она самостоятельно распределяется и работа в разы сокращается.
Если вы все-таки мастер-новичок, то рекомендую выбирать материалы более густые. Так будет проще, материал не будет успевать оттекать на бока. А я в своей практике все-таки предпочитаю работать с материалами более жидкими. На большом пальце видим рост ногтя в сторону. Конечно, это необходимо исправить. Использую не ту камуфлирующую базу, которая выполняла выравнивание, а твердый материал – гель, такого же молочного оттенка. Распределяю материал на том месте, где необходимо достроить, и вытягиваю свободный край по воздуху. Отправляем в лампу на просушку. На другом большом пальце нету нужной нам нижней параллели. Также ее достраиваю по воздуху. Тут важно работать быстро, потому что гель имеет также среднюю, более низкую консистенцию, не густую. Если вы не успеваете работать такой консистенции, то, конечно, лучше использовать более густые варианты гелей, либо же гель-желе. Либо это также можно сделать при помощи акригеля. Просто, на мой взгляд, гелем получается быстрее, что не нужно прижимать акригель, смачивать кисточку в специальной жидкости, наливать ее и так далее. После опила убираю пыль и выполняем такое же выравнивание. На свободный край много базы не наношу, лишь на стрессовую зону укрепляю ее. И, конечно, большой плюс, что база именно такой жидкой консистенции. Кстати говоря, очень рекомендую молочный оттенок базы под яркие неоновые оттенки, а также под пастельные. Они будут ложиться гораздо плотнее. Но и одни из самых плотных неоновых оттенков у бренда Эмень. Выбираю цвета, которые располагаются рядом в цветовом круге. Это неоново-розовый, оранжевый и лимонный. При помощи гелевой кисточки раскладываю сразу на несколько ногтей. Цвета подряд. Желтого наношу больше, так как этот цвет быстрее глушится другими, поэтому его нужно нанести шире. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании. При помощи этой же кисти разбиваю переход от розового к оранжевому, протираю кисточку, затем от оранжевого к желтому, постоянно протирая кисть. На этом этапе не нужно доводить ваше омбре до идеала. Наша задача создать такую подложку. Конечно, подложку можно было выполнить просто из однотонного цвета, к примеру, оранжевого или желтого, но тогда бы не было такой плотности. Я решила выполнить все-таки так. Наверняка вы обратили внимание, что покрытие я доводила не сразу под кутикулу, а прокрасила под кутикулу кисточкой уже после растушевки, для того, чтобы не было затеков во время распределения. И вот секрет быстрого омбре – это использование акриловой пудры с мелким помолом. В моем случае прозрачно-розовая, но можно также использовать прозрачную. Отправляем в лампу на просушку, убираем излишки пудры после этого и теперь наносим цвета гель-лака более тонким слоем. Тут важный момент, что именно тонким слоем. В таком случае на поверхности не будет грязи, каши из цветов. Постоянно протирайте кисточку. Выполняем движение, стягивающее на себя. Можно использовать кисточку для омбре или тонкую, но такой получается гораздо быстрее. Покажу вам, сколько займет переход омбре на одном ногте на время. Выполняем все те же самые манипуляции. Во время омбре также важно выполнять упор мизинцем той руки, в которой вы держите кисточку, и держать ее под наклоном где-то в 45-30 градусов. В таком случае у вас цвет будет оставаться на ногтевой пластине, вы не будете его полностью стягивать до кончика ногтя. Это очень просто и быстро. После этого подвожу материал к кутикуле, и у нас получается 2,5 минуты, что не намного дольше, чем покрывать ногти просто цветом в 2 слоя. Я не ставила на паузу время на просушку данного материала. Если вы хотите сделать переход омбре более плавным, то можно покрыть его матовым топом, либо топом с эффектом. Например, в нашем случае топ без липкого слоя с хлопьями юки.
и амбре стало выглядеть еще более огненным и ярким. Конечно, не забываем про изнанки, выпиливаем натуральную ногтевую пластину и ступенечки после ремонта. Конечно, переход амбре делается дольше, чем однотонное покрытие, но и стоит такой переход в разы дороже. Если ваш клиент хочет выделиться, то однозначно амбре будет для него, поскольку такой маникюр просто невозможно не заметить. И считаю, что этот дизайн является универсальным, его должен уметь выполнять мастер. А как считаете вы? Наш результат. Нам с моделью просто очень понравилось. Если и вам тоже, ставьте пальчик вверх. Смотрите другое видео на моем канале, как выполнять амбре другими способами. Пробуйте, у вас точно получится. Всем успехов в работе. Счастливо. Пока-пока.